Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Зубова, и я рада вас приветствовать на сегодняшнем занятии. Сегодня мы с вами будем писать очень яркую, красивую и вкусную картину с клубникой и клубничным вареньем. У меня холст размером 30 на 40 сантиметров, также можно взять более крупный формат, это уже на ваш выбор. Также перед началом урока спешу напомнить, что на этот канал обязательно стоит подписаться, если вы увлекаетесь живописью, потому что здесь я учу рисовать с нуля и до профессионального уровня. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. А также заранее, пожалуйста, поддержите это видео лайком и репостом. Таким образом, вы очень поможете его продвинуть в рекомендациях. Ну и сразу же начинаем. Краски, какие я буду сегодня использовать на занятии. Все это масляные краски, белила титановые, кадмий желтый средний, охра желтая, кадмий красный темный, краплак красный, голубая ФЦ и умбра жженая. В масленке у меня разбавитель двойник, это терпентин плюс льняное масло. Масла совершенно немножко. И набор, как вы видите, у нас сегодня очень скромный, совершенно такая вот ограниченная палитра. Можно, в принципе, было бы еще какую-нибудь красочку убрать и обойтись меньшим количеством. Но вот если смотреть, то самый-самый минимальный набор, это если бы мы еще с вами охру убрали, то тогда вот действительно остался бы минимальный набор. Итак, логика какая? Белила берем обязательно, ни на что не меняем. Из желтых, я сейчас по главной триаде иду, из желтых красок у меня желтый, средний и охра. Повторюсь, что если совсем минимальное количество, то берем одну желтую, ну, приблизительно среднюю. Этого будет достаточно. Красные мне нужны две в этой работе, поскольку красную краску как основную сложно будет смешать, как и вот такую кадмиевую, так и краплачную, то лучше все-таки иметь две разные, более теплую и более холодную. Синюю я беру одну, какая есть, и вот, в принципе, вот у нас основная триада. И также, как дополнение, я взяла коричневую краску, чтобы затемнять некоторые фрагменты, а также в целом в картине очень много коричневых оттенков, поэтому берем красочку коричневую, любую, какая у вас есть. Теперь большая флейцевая кисть, много разбавителя, коричневая краска, покрываю полностью весь холст. Разбавитель можно добавить еще. Масло пока не добавляю, потому что подложку я могу сделать и на терпентине. И теперь могу взять обычную тряпочку хлопковую и как следует все растереть. Все, таким образом мы подготовили холст к работе. И сейчас я могу добавить уже небольшое количество масла льняного в свой разбавитель. Баночка у меня уже старая, открывается плохо, поэтому использую самый такой наш часто используемый подручный материал и инструмент. Это плоскогубцы, которыми мы открываем и банки, и краски, в общем, все, что не открывается. Так, добавила немного масла, размешала обратной стороной кисти. И теперь могу уже делать рисунок. Нам нужно обязательно предварительно с вами создать небольшой для себя набросочек, что мы будем рисовать. И первое, что мы сделаем, это такие вот простые какие-то измерения произведем. Я беру щетинную кисть небольшого размера, беру коричневую краску. Могу, кстати, краплак взять, чтобы краска отличалась от подложки хоть немножко. И ищу середину холста. Вот так вот примерно наметила. Проверяю себя. Так и так. Вот можно на миллиметрик сюда влево уйти. Так и так. И уже серединка у нас найдена.
Проводить никакие линии не буду, просто вот таким образом для себя визуально отмечу, чтобы был у меня ориентир. Ну и по вертикали тоже картину холст поделю напополам, проверяю себя, прикладываю вот таким образом, сравниваю. Нет, можно чуть-чуть вот сюда повыше уйти. Еще раз проверяю, сравниваю, а вот это уже серединка. И здесь таким же образом отмечаю середину. Обратите, пожалуйста, друзья, внимание, что я сейчас прикоснулась пальцем к холсту. Видите, какой след, какой отпечаток? Это значит, что холст у меня влажный, действительно влажный. Убираю вот эти излишки. Мы с вами будем работать по относительно влажной поверхности. Она не течет, но она достаточно жидкая. И первое, что я сделаю, это намечу основание. Все, что у нас есть, весь натюрморт, лежит на подложке, на деревянной дощечке. Ну и давайте примерно для себя отметим вот такой вот угол. Как мы его будем искать? Ну, вот такой достаточно простой. Посмотрите, вот здесь вот ниже, чем серединка, опускаюсь и выбираю угол. То есть сейчас это произвольный выбор, мы с вами решаем, под каким углом будет наклонена эта дощечка. Все, выбрала. И теперь двигаюсь вот сюда выше. Примерно вот я здесь для себя нашла серединку от вот этой половины и ухожу повыше. Вот у нас первый угол уже появился. Теперь я сделаю параллельные линии. По сути своей у нас те линии, которые мы сейчас будем с вами чертить, должны немножко сходиться вот с этими изначальными. Если говорить грубо, то смотрите, линия схода у нас где-то там с левой стороны, где-то там с правой стороны на горизонте. То есть следующая линия должна немного быть наклоненной к предыдущей. Но поскольку они сейчас на минимальном расстоянии друг от друга, здесь не будет каких-либо сильных искажений. Поэтому делайте линии параллельными, и вы не ошибетесь. Вот такую толщину выбираю. И, соответственно, здесь такую же толщинку. Вот такой вот угол отметила. И провела следующую линию. Все, не стремитесь сейчас прям супер ровно это выверить, поскольку мы с вами будем еще много раз это править. А вот теперь смотрите, друзья. Где-то здесь у нас будет угол, он уходит за пределы холста, мы его не видим, но предполагаем, где он будет. Так вот, вот эти линии уже гораздо дальше друг от друга находятся, поэтому они сходиться уже будут. Как мы можем это сделать? Смотрите, я беру вот этот угол, переношу его вот сюда вот, вдаль, параллельно, и наклоняю вниз. Вот таким образом у нас будет что угодно, коробочка, дощечка, все, что имеет вот такую прямоугольную форму, оно все будет лежать уже в плоскости в этой поверхности. Ухожу вот таким образом. Может быть, вот. Не такой сильный можно сделать угол, чуть-чуть повыше могу уйти. Посмотрите, пожалуйста, вот если мы сравним вот эти два угла, то видите, я перенесла параллельно и наклонила. Но даже, знаете, можно еще поменьше наклонить. Вот примерно такой угол мы с вами выберем. Прекрасно. Теперь давайте положим объекты. У нас здесь кусочек хлеба и клубнички, и еще и ложечка находится. Нужно разобраться с размером, сколько места будет занимать каждый из объектов. Вот здесь начинаю располагать крайние точки одного предмета. Пока вот так вот образно для себя намечаю, где он будет находиться, какого размера будет этот хлебушек. Ну, я думаю, что приблизительно вот такого. Также нам нужно будет с вами разобраться, он будет более широкий или более высокий. Вот и с этим тоже позже разберемся. Дальше клубнички тоже занимают много места. Кстати, хлеб я бы сместила еще вот сюда подальше. А клубники буду уже располагать прямо вот здесь, примерно от серединки. И места они будут занимать много. Это тоже главный объект нашей картины.
Кроме того, ложку тоже располагаем. Вот примерно на этой четверти мы ее положим. И вот сюда будет уходить эта ручка. Обратите внимание, ручка никоим образом не связана вот с этой линией, с направляющей. Говорю, потому что часто вижу такие ошибки. Это два разных объекта. У них вот эти вот линии никаким образом они не пересекаются, не сходятся. Вот как этот объект лежит, так и лежит. Вот на эти не завязываемся. Ну и теперь давайте посмотрим. Хлеб, он в ширину больше, чем в высоту или наоборот? Здесь однозначно мы видим, что вот от этой крайней точки до этой крайней точки будет размер гораздо больше, чем вот эта высота. Также с вами намечаем границу вот эту. Положили хлебушек на стол. Вот сюда вот прямо вниз. Провожу один угол. Показываю корочку. Сразу можно выбрать вот эту толщину. По сути своей, это тоже кирпичик, который мы по такой же логике выстраиваем с вами. Вот, видим одну часть. А здесь давайте вот такой красивый прогиб сделаем. Неровности покажем. И вот эти линии уже мы с вами построили. Теперь клубнички. Здесь будет 3 объекта. Одна клубника достаточно крупная. Да, в принципе, они все достаточно большие. Но, конечно же, нужно еще соизмерять размеры объектов. Но понятное дело, что и клубника бывает гигантская, действительно бывают такие вот мощные плоды. Бывают маленькие ягодки а-ля земляничка и все сорта вот такие вот лесных ягодок. Так что здесь не будет какой-то прям супер грубой ошибки. Если вы сделаете гигантские яблоки клубнику гигантскую и небольшой кусок хлеба, но все-таки вот кусок хлеба, он более стандартизированный, более стандартный, нежели клубника. Хотя тут тоже, естественно, можно поспорить и сказать, что есть вот такие гигантские булки какие-то, есть обычный толстый хлеб, есть маленький вот такой багет. Все это понятное дело. Поэтому сильно, пожалуйста, не привязывайтесь к размерам. Клубника бывает разного формата, хлеб разный бывает, ложечка тоже бывает большая, бывает десертная, в общем, каких только нет. Но в целом просто следуйте своей внутренней логике. Вот вам кажется, что это адекватно смотрится, вот этот размер сопоставим с этим, там, с доской и с прочим, с прочим. Вот ориентируйтесь на свое внутреннее восприятие, этого будет достаточно. А далее, вот, кто будет у вас спрашивать, а почему такого размера, а почему такого, объясните, что у меня вот такой сорт, у меня такой вид хлеба, такой вид клубники. Так, здесь тоже мы с вами выбираем вот такой вот размер. И крупные ягодки будут у нас находиться вот здесь. Теперь, конечно же, ложка. Мы с вами достаточно тоже это просто выстраиваем. Посмотрите, пожалуйста. Вот такой эллипс проведу. У эллипса основание, вот здесь вот такая выемка, получилось небольшое корытце. И теперь поднимаю ложечку. Поднимаю, точнее, что это такое у нас? Ручка, ножка, как это называется, неважно. И вот так вот увожу в сторону. Все довольно-таки просто. Теперь мы можем с вами уже заливать все цветом. Возьму несколько кистей. Кисти будут более крупные, более мелкие. Более маленькую кисть я сразу возьму для красных объектов. Беру вот такой насыщенный красный. Моя краска достаточно густая из тюбика, из баночки, поэтому я использую разбавитель, чтобы сделать ее более жидкой. Ориентируйтесь на свою краску. Обязательно под рукой большое количество салфеточек лежит, чтобы можно было протирать все. Обратите внимание, что мы сейчас закрашиваем чистым красным цветом прямо из тюбика. У нас на палитре, на холсте уже есть краска коричневая.
То есть красную, которую мы сейчас будем с вами использовать, она сразу будет смешиваться с коричневой. Левую сторону, более светлую, покрываю вот таким оттенком. И можно еще кусочек варенья вот сюда еще наметить, здесь показать. И даже в ложечку положить. Далее идет в ход уже краплак. Краплак можно смешать с красной краской. Подчеркиваю нижнюю часть. Вот эту даже границу могу дописать. И у каждой ягодки обозначаю такие участки темные. А также темную показываю область у варенья. Отлично. Теперь той же краской, той же кистью могу работать, а могу взять кисточку покрупнее. Давайте вот возьму более крупную. Беру коричневую, синюю, сюда же краплак. Вот такой темный отмечаем часть этой столешницы. Это у нас даже не столешница, что это? Это у нас доска. Теперь более коричневым, даже с краснотой и с небольшим количеством охры, отмечаю левую часть. Она тоже будет темной, но не такой, как правая. Пока сейчас, как вы видите, мы работаем вот такими линиями достаточно строгими, ровными, но картина этого не требует. Наоборот, будет гораздо лучше, гораздо эффектнее, если вы будете работать более небрежно, более свободно. Поэтому здесь не стремитесь сделать все это ровным. Наоборот, будет смотреться слишком уж просто и невнятно. Поэтому сейчас набираю краску коричневую, коричнево-красную вместе с охрой, вместе с краплаком. Увожу вот сюда вот такие тени с одной стороны. Теперь сразу могу под кусочком вот здесь добавить. Под клубничку добавляю. Вот это тоже все достаточно темное. И у ложечки, вот здесь очень красивый участок, давайте мы его с вами подчеркнем. Вот смотрите, основание, показываю тень касания. А дальше вот этот очень красивый момент, там, где у нас подъем у ножки, то здесь не соприкасается этот объект со столешницей. Поэтому тень у нас, видите, на небольшом расстоянии будет. А затем вот в этом месте, там, где уже будут объекты касаться друг друга, там тень у нас, видите, прямо под ножку уходит. Так, что еще нужно отметить? Ну, конечно же, темный фон. Сюда могу добавлять уже синий и даже желтый в этот коричневый. И краплак, в общем, все наши оттенки. Разбавитель сюда же. Добавляю эту темноту. Работаю крупной кистью. Где-то могут быть оттеночки даже посинее уже. Быстро-быстро все заштриховала. Мне нужно подчеркнуть вот такую общую темноту. Прекрасно. И теперь еще немного такого зеленоватого, даже зеленовато-желтого, выведем вот в этом месте. Вот так вот тень из более красной будет у нас переходить уже к более зеленому оттенку. Вот здесь тоже больше зелени. И следующий этап – это добавляю более красную краску. И уже даже охру в большем количестве. Отмечаем вот эту часть.
боковая сторона нашего хлеба. Другая сторона будет более оранжевой, то есть я беру красную вместе с желтой и с коричневым. Чуть больше красного, покажу оранжеватый оттенок. И в целом уже все достаточно неплохо. Теперь могу к этому замесу добавить белила. Еще побольше охры вместе с красной. Отмечаю вот эти все фрагменты. И обратите внимание, сейчас мы можем работать тоже смело, небрежно. Например, вот здесь добавляю более желтые уже оттеночки. Вот тут тоже крупными штрихами, большими мазочками работаю. Еще немножко желтой и красной. Ну и, конечно же, белила сюда же. Подчеркиваю вот таким образом. Обвожу сразу тень. И даже вот здесь внутри, там, где у нас подъем идет ножички этой, и теперь самый дальний угол. Также остался вот этот фрагмент небольшой. Можно добавлять уже вот такие красивые рисованные участки темноты. А также вот такой желтоватый может уйти еще и в эту тень. Вот какой, видите, крупный, грубый мазок. Такой вот большой штрих. Теперь той же самой кистью буду работать, но мне ее нужно протереть как следует. Вот эти тряпочки, которые у меня лежат, активно вытираю. Беру белила и разбавитель той же самой кистью. Я ее не мыла, просто вытерла краской, обычной этой бумажечкой. Теперь что делаю? Набираю вот такие светленькие здесь. И уже можем больше формировать. Вот этот кусочек у нас будет таким. Здесь небольшой прогиб, а там еще частичка. А также вот эту часть стола отмечаю светлым. Движения большие, крупные. И, конечно же, вот эта часть тоже контрастная. Что еще не отмечено? Ну, конечно же, еще нужно отметить ложку. Я беру кисть немного меньше. Вот такая, в принципе, подойдет. Теперь мне нужно синюю краску взять в разбеле, конечно же, с коричневой, чтобы получить более спокойные оттенки. И немного больше розовой, чтобы оттенок был не таким уж и зеленым. Коричневую краску еще выдавлю. Коричневый, синий, краплак. И это все в разбел. Также, друзья, давайте сразу подчеркну ложку, и плюс я ее увеличу, она сейчас маловато. Вот здесь темнота, здесь также темнота. И вот этот прогиб тоже отмечаю.
достаточно сильно поднимаю. Вот смотрите, когда я увеличила вот эту область, сразу ножка или ручка, как это называется-то, кстати, сразу я ее буду называть ножка. Ножка становится более мелкой. Вот изначально, когда вот этот участок был маленьким, ножка казалась большой, гигантской. Сейчас же наоборот, она стала визуально меньше. Вот так приподняла, увеличила, подчеркнула форму. И после этого смотрите, что мы будем делать. Теперь я могу, во-первых, больше белил вот сюда вот на палитру вынести. Набираю белила, подчеркиваю изгиб. И даже могу вот эту толщину немножко обозначить. Показала светлоту. Теперь можно взять кисточку уже более тонкую. Это синтетика у меня сейчас. Смотрите, друзья, как работаем. Я взяла муштабель, чтобы рука была не на весу, чтобы она имела некоторую опору. Сейчас вот здесь по краю подчеркиваю светлотой вот эту границу. Затем ухожу вот сюда. И вот такой прогиб оставляю. Вот здесь белила тоже очень ярко будут сверкать. И, конечно же, прямо на подъеме. Небольшое количество оттенков вот здесь вот таких вот более светлых намечаю. Это можно сделать и более большой, крупной кистью, широкой. Также более светлый вот здесь внизу. Такой вот отсвет небольшой. После чего беру тонкую кисть и уже очень темным, практически черным, это коричневое плюс синее плюс краплак, подчеркиваю вот здесь вот касание. Опускаю вот эту вот боковую часть. Теперь беру еще одну кисточку, уже синтетическую. Краплачка могу побольше выдавить. Намечаю кусочки варенья. Вот прямо вот сюда вот к границе ложечки ухожу. И еще и коричневый сюда добавлю. Красный, краплак плюс коричневый. Вот такой очень темный будет. Посмотрите, вот такие неоднородные обозначаю. Вот так мы положили с вами достаточно много варенья. Дальше беру красный.
уже отмечаю более светлые места. Более прозрачные, более светлые. Ну и еще такой важный момент – это то, какое раскрытие мы хотим сделать. Либо делаем более закрытый вот этот эллипс, либо открытый. Как мы это все выясним? Сравните вот эту самую широкую часть и самую длинную. Вот сколько раз ширина укладывается в высоте. В нашем случае, давайте посмотрим, ширину можно вот до светлой части, не до самой нижней. Отметим. И укладывается 2 с небольшим. В принципе, это нам подходит. Но я бы хотела сделать ложку чуть более сжатой. То есть этот эллипс немного прижать. Как я это буду делать? Да, в принципе, очень легко. Фоном очерчиваю ту границу, которая у нас сейчас немножко выбивается. Вот этот угол немножко прижму. Больше изгиб создам. Вот такой более изящный. И в свою очередь с другой стороны поступлю точно так же. Набираю темноту, немножко красного. И вот эту сторону сделаю такой вот тоже немножко более узкой. Вот видите, у нас прижалась вот эта часть. Это все уведу в тень дальнего плана. Следующий момент. Набираю такую же коричневую. И вот с этой стороны нам нужно тоже немножко подрезать. Вот так вот берем и чуть-чуть подрезаем. А вот кисти полетели, прекрасно. Теперь уже более тонкой кистью отмечу еще более вот такой вот выдающийся, выбивающийся участок изгиба, излома. Видите, более острый уголочек появился. Намечаю все самые светлые. И, конечно же, блички по варенью тоже расставим. Вот такое влажное, красивое вареньице у нас будет. Краплак я смешаю с красным. И вот таким еще немного средним вот здесь дополню. Еще более светлым вместе с желтым и с белилами вот здесь пропишу. Чуть-чуть желтого вместе с красным. И тут же на контрасте темные, насыщенные. После того, как мы подчеркнули глубокую тень, вот как раз сделаю чуть более маленький такой вот прогиб и толщину, глубину точнее, соединила темнотой. И теперь нам нужно мягко вывести эту тень. И уже более красный, красно-коричневый будет эта тень дальше.
Вот здесь даже подсоединить можно в некоторых местах. Прекрасно. И теперь щетинной кистью сделаю соединение не таким уже четким, более размытым, размазанным. И ложечку можете, конечно, тоже сделать покрупнее. Но в целом, вот если мы все-таки делаем такую вот маленькую десертную ложечку, то вполне себе нормальная. Дальше, что еще? Конечно, на самой ложечке нужно детали добавить. Коричневый вместе с синим и вместе с красным. Во-первых, подчеркну сам изгиб вот этот вот. И далее продлеваю. Можно яркий блечок еще тут добавить. И еще раз самый яркий, самый светлый участок. Двигаюсь дальше. Давайте займемся клубничками. У клубники нужно отметить темноту. Беру синий плюс розовый, даже с зеленым. Показываю самые глубокие места. Вот так вот по границе этих объектов разделяю их. Вот тут тоже подчеркну касание. И следом можно уже отметить все зеленые листья. Синий, зеленый плюс коричневый, синий, желтый плюс коричневый. Сюда же красную. Вот так вот кисть, видите, с круглым кончиком, и она сразу делает вот такие лепестки. Чуть больше добавляю синей краски, сюда же краплачок еще. Могу отметить сначала вот такие вот темные. С другой стороны сразу же. Не обращаем внимания, что там у нас должны быть светлые, я делаю темные, потом все это мы с вами уточним. Мне главное сейчас показать просто общую форму и характер, чтобы я видела просто, в какую сторону они направляются. Теперь вытираю кисть, набираю оттенки более теплые, желто-охристые. Давайте введем вот здесь вот такую теплоту. Покажем, где будут листики более светлые. Даже белила уже могу добавлять. А теперь мне нужны более холодные зеленые. Смотрите, беру синюю, желтую и белила. Отмечаю
Вот таким образом листики. Совершенно, обратите внимание, разные. Вот этот более оливковый, более травянистый, а это более холодный. И даже вот здесь тоже добавлю немножко светлого. Теперь беру больше белил. Этой же кистью работаю. Вот эту верхушечку сделаю посветлее. Вот здесь тоже красивое очень место. Давайте мы его сделаем. Такой вот прогиб. И чашечка будет у нас внутрь направлена. Подчеркнула вот такими белилами. А контур очертания сделаю темным. И у нас получается красивая чашечка, такой вот прогиб. И вот здесь можно немножко соединить. Вот эти светленькие запускаю. А также белесые вот с этой стороны. Смотрите, это вот прямо треугольник. В одну сторону, в другую, в третью. И вот здесь вот такая вот вытянутая линия. И можно небольшие блички вот здесь показать по другим листикам. Дорогие друзья, я хочу пригласить вас на наш новый курс, который называется «Загадки старых городов». В этом курсе мы напишем с вами 2 картины с архитектурой и просто незабываемой атмосферой. Здесь вы сможете на странице почитать подробнее о каждой картине. Также указаны даты занятий. Если вдруг вы не сможете присутствовать конкретно в эти дни, то вы сможете в любое время посмотреть запись в своем личном кабинете. А теперь давайте расскажу подробнее о том, что мы будем писать. Первая картина «Тени уходящего дня». Это просто невероятная атмосферная работа с туманом, с замком, с атмосферой старинного города и загадок, которые он в себе хранит. И здесь вот такая интересная задача, которую я бы хотела поставить перед вами и перед собой, конечно же, это то, как передать главного героя, то есть наш замок, который находится на втором плане. Обратите внимание, здесь ближний план, который, по сути, должен быть более детализированным, более прописанным, более акцентным, однако он очень мягко погружает нас, зрителей, в атмосферу этой картины, и мы сосредотачиваем свое внимание на втором или даже еще более дальних планах. Вот это действительно мастерство, которое мы с вами освоим. Я вам расскажу все секретики, все приемы, как так создать, как воспользоваться живописными приемами так, чтобы погрузить зрителя в атмосферу старого города, чтобы сконцентрировать его внимание именно на том объекте, на котором нам, как авторам, это необходимо, и в то же время, чтобы все было гармонично и все было связано между собой единой атмосферой. Еще одна важная задача этого занятия –
И это, конечно же, смешивание красок. Просто посмотрите, пожалуйста, какое количество разнообразных оттенков здесь сосредоточено. Вот если мы возьмем с вами цветовой круг, здесь присутствует абсолютно все. Все желтые, все синие, все красные, все вторичные цвета, все здесь присутствует. Какая здесь богатая и сложная гамма зелени. Особенно вот это вот самое вкусное зеленое место, просто посмотрите на него. Мы с вами будем отдельные пласт занятия посвящать именно сочетанию оттенков, смешиванию. Я дам вам конкретные рецепты готовых замесов, то есть вы будете сами все это смешивать, понимая логику, что с чем мы мешаем, чтобы получить тот или иной оттенок. А вот это вот сочетание зелени и фиолетовых, это очень непростая задача, и я вам расскажу, как с ней справиться мастерски, без перенасыщенных оттенков, чтобы все было гармонично, красиво, чтобы все сидело в атмосфере. Кроме того, обратите внимание на градиенты. Вот если мы с вами посмотрим, здесь глубина пространства передана просто великолепно. И, естественно, мы с вами это все повторим. И вот этот градиент, который мы видим, который проходит через всю картину, начиная с ближнего плана и заканчивая самым-самым далеким, вот это мягкое перетекание оттенков более зеленых к более оранжевым, желтым и так далее. И вот эта мягкая струящаяся волна света действительно непростая задача для нас, как для художников, но я вам объясню, как с этим справиться красиво, без грязи, с фактурой, как передать это вот великолепие оттенков и как это все смешать на своей палитре. Вы самостоятельно будете смешивать все эти сложные замесы, и у вас, поверьте, получится потрясающая работа. Вот такую картину хочется и вешать на стену, и дарить, и на выставке с ней на выставках с ней участвовать. В общем, действительно, сюжет стоящий внимания. И холст для такой картины тоже, конечно, нужно подобрать соответствующий. Все материалы вы получите до начала занятия, чтобы вам было удобно подготовиться к урокам. И, конечно же, вы сможете выбрать для себя удобный формат. Также еще одна картина, не менее атмосферная, это «Пристань старого города». Посмотрите, пожалуйста, на такую работу. Она совершенно в другом ключе. Здесь полностью противоположный колорит работы. И в этой картине мы с вами будем создавать вот эту тайну, безмолвную атмосферу старого города, когда еще ни души на улице, когда все будто бы замерло в небольшой такой сонной дымке. Конечно же, свет горит, кто-то уже проснулся, есть вот эта атмосфера красивая, подсветка чудесная, но в то же время все очень тихое, безмолвное и безлюдное. Очень красивая атмосфера. Особое внимание заслуживает, конечно же, дальний план. Обратите внимание на небо, на эти просто тонкие переходы одного оттенка в другой. Мы с вами будем создавать вот такую потрясающую цветовую гамму, будем смешивать с вами эти сложные замесы. Кроме того, мы еще и фактуру покажем в небе. Обратите внимание, как это все красиво здесь сочетается. Конечно же, дальний план с его огнями, с его глубокой перспективой. Это все будет передано нами на занятиях. А также, конечно же, вода. Вот эта стоячая, замершая вода, отражение чуть дрожащие, тоже такие вот абсолютно-абсолютно невесомые. Все мы с вами будем передавать, и атмосфера – это действительно то, что нужно нам с вами, как художникам, передать в этой картине. Естественно, ближний план с его кладкой, с его вот такими крупными камнями, со старинной загадочной брусчаткой, с красивыми потертостями. Это все мы с вами будем передавать. В этой картине мы будем сочетать работу кистью, мастихином, разными другими приспособлениями. В общем, все вам буду рассказывать. И, конечно же, самое важное – это то, что вы сами будете понимать логику всей последовательности работы, вы будете понимать, для чего каждый конкретный шаг нами предпринимается на этой или иной стадии работы, и вы самостоятельно можете уже потом
повторять любую подобную работу. Как вы будете понимать, как строить перспективу, как работать с атмосферой в работе, как работать со смешиванием красок, как работать с текстурами. Все это мы с вами будем изучать на таком занятии. И каждую картину мы с вами будем писать в течение 2 уроков с просушкой. И это действительно такие длительные работы, но они того стоят. Ну и, конечно же, приятная часть – это цена, которая действует при анонсе курса. Посмотрите, пожалуйста, какие варианты участия. Это действительно праздник какой-то, потому что по цене 2 490 сейчас можно принять участие в любом из этих занятий, то есть получить 2 урока полноценных, крупных, написать одну любую картину. Либо же можно принять участие всего лишь за 3990 рублей сразу в 4 занятиях и написать 2 красивейшие картины. Я думаю, выбор очевиден. Выбирайте свой вариант, который вам будет максимально удобен, и принимайте участие в курсе. Если у вас возникает какой-либо вопрос, то вы всегда сможете к нам обратиться. Вот здесь с правой стороны есть кнопка «Задать вопрос». Впишите сюда свои данные, имя, электронную почту и сообщение. Очень быстро вы получите ответ на свой вопрос. Ну а я буду ждать вас на занятиях. Приходите, у каждого из вас получится шикарная картина. До встречи! Давайте двигаться к ягодкам. Во-первых, добавлю темноту. Вот здесь сразу под листиком такая вот падающая тень. Вот эти места отправляю тоже в темноту. Больше краплака, даже с капелькой коричневой краски. Покрываем вот эту область. Здесь, видите, прямо полосочками можно вот такими небольшими штрихами работать. Таким образом, чтобы образовывался небольшой шершавый рефлекс с нижней стороны. Вот здесь вот справа снизу. И таким образом мы с вами покажем неравномерность этой формы. Там будут оставаться небольшие кратеры под такие вот косточки, под красивые клубничные. И теперь вот это все смотрится достаточно живо. Гораздо лучше, нежели если бы мы с вами полностью все это замазали плотно. Теперь опять набираю краплак вместе с каплей коричневой краски. Вот здесь, смотрите, друзья, тоже добавляю вот такую тень. С одной стороны, вот здесь тоже темнота. И в целом вся правая часть ягодки будет темная. Также могу действовать вот такими штрихами. И такая же темнота, но может быть даже еще с фиолетовым оттенком. Вот здесь. Вот эту ягодку я бы еще подувеличила все-таки. Отправляемся вниз, работаем по форме объекта. Вот здесь, конечно же, тени добавляю с одной стороны, с другой. Штришки небольшие. Теперь как следует вытираю кисть. Красная у меня достаточно твердая, поэтому мне нужно в нее добавить разбавитель. Если у вас краска жидкая, то, конечно, разбавитель не берите в таком количестве, как у меня. И следом я начинаю наполнять более плотные участки, более светлые. Даже вот здесь могу вот так вот подштриховать, подыграть этому. Восстанавливаю форму ягоды, какая мне будет нравиться. С другой стороны тоже набираю поплотнее, да и покрупнее. Ну, хотя в целом должны быть все-таки какие-то ягодки покрупнее, что-то поменьше. Вот эта ягодка у нас поменьше.
И с левой стороны. Набираю более светлым. Вот эту нижнюю часть тоже немножко делаю краснее. Теперь давайте наметим блики. Беру белила. У меня здесь немножко желтой и зеленой краски. Ничего страшного. Можно сделать даже более мятным этот блик. Отмечаю с одной стороны яркий бличок, на другой ягодке. Отлично. Вытираю кисть. Теперь могу немного смягчить вот эти вот края. И в целом вот здесь вот тоже подчеркнуть кое-какие влажные места. Вот здесь тоже сделать неровность. И даже с этой стороны. Теперь беру кисть поменьше. Набираю оттенки краплака. Теперь поставлю вот такие вот точечки. Пока краплачком темные делаю. Стараемся работать разнообразно, чтобы не делать шахматный порядок уж супер идеальный. Прямо краплаком набирайте. И, конечно, здесь. Прямо внутри этих ячеек нам нужно добавить светлые пятнышки. Мы их будем делать вперемешку. Где-то желтые добавляю, а где-то уже белые. Вот такие вот даже с охрой скорее. Вот такие маленькие, тоненькие. Прямо внутри вот этих темных. Еще небольшое количество желтых вот здесь. А здесь вот такие более спокойные, сглаженные. Теперь беру муштабель, добавляю несколько светлых, уже не желтых, а более белых. Где они у нас будут? Вот в некоторых
тоже старайтесь не все. Отмечаем их разнообразно. И вот здесь тоже совсем немножко. Совсем тонкие полоски тоже стараемся не делать. Краски, как вы видите, набираю много. Теперь помимо этого, вот здесь вот в местах блика можно добавить наоборот такие вот более темные пятна. Теперь красным приберу некоторые. Введу в некоторые места еще такие вот насыщенные оттенки. Прямо можно красно-желтый добавить, более оранжевый. Вот и в эти места. Видите, какие жирненькие. Ну и теперь яркие бликовые фрагменты тоже обновлю. Вот такие вот мощные блики. И помимо этого еще более темное вот такое вот разделение. Но стараюсь слишком тоже контрастно не делать. Хотя здесь и так уже очень высокий контраст. Вот так вот подчеркну темнотой вот эту зелень. Еще наберу темно-темно-зеленый. Какие-то места еще немножко темнее набрать стоит. И вот здесь тоже потемнее. Прекрасно, двигаемся дальше. Итак, наберу теперь варенье. Вот здесь красно-оранжевыми оттенками работаю. Постепенно перехожу уже в красные, даже с малиновым. Вот он красно-малиновый. И чисто красный в том числе. Теперь малиновый с капелькой белил и с красным.
Вот такой вот розовый, глубокий. А теперь нужны темные. Беру краплак, но с небольшим количеством все-таки красноты. Вот так вот, более прозрачно все это получается. Вот здесь кое-где еще красные, светлые. А также блики. Можно даже небольшие желтые такие пятнышки поставить. А также под вот эту массу, во-первых, добавляю немного вот такой размазанной красноты. А далее более коричневую и даже зеленую тень. Теперь по корочке хлеба больше охристо-оранжевых оттенков. Вот охристо-желто-оранжевых. И более коричневые вместе с охрой. И в центр добавляю уже белила. Причем, посмотрите, мы их добавляем вот в таком виде, прямо в густом. Оставляю неровности хлебные. Вот такой вот мякиш получается красивый, своеобразный. Не чисто белая краска. Вот даже серые тут попадаются. Смешиваю с этой более желтой корочкой. И теперь дальняя часть. Можем тоже немножко вот сюда вот наверх уйти, показать все эти неровности. Вот эти небольшие блички пошли. А теперь желто-оранжевые. И еще коричневее. Коричнево-красный. Даже более красный, чем коричневый. Вот она, неровная корочка.
Вот такая вот подпеченная даже. И, конечно же, намечу границу. Посмотрите, вот она, линия касания. Делаю краснее немножко. Вот так вот неровно это все создаю. Да и вот здесь можно корочку еще чуть-чуть вот так вот поподчеркнуть. Вот здесь чуть-чуть краснее мне бы хотелось еще добавить. И вот так вот более желтый рефлекс. А также вот такой симпатичный контур я хочу еще подчеркнуть. Больше будет у нас вот этой вот самой корочки хрустящей. Такие вот даже крошечки могу оставить. Вот на этой границе чуть-чуть побольше белого. И вот здесь чуть-чуть подчеркну. Теперь вот таким красновато-коричневым. Сначала, видите, синий смешиваю и зеленца возникает. А потом уже более красный оттенок, который впоследствии перетекает опять в зеленый. Теперь подчеркну вот таким светлым вот эту границу. Стараюсь это делать неровно, неаккуратно. Больше охры. Вот так вот чуть-чуть посветлее, немного совсем. И более рваные мазки, не такие совсем ровные. Еще белил. Вот здесь еще контрастнее. И даже вот здесь чуть-чуть. Следом вот сюда двигаюсь. Ну и на самом дальнем плане просто чуть больше мазков. Конечно же, по фону еще стоит пройтись. Беру вот такую крупную кисть. Синие, да даже с розовыми. Просто добавляю разных деталек.
Здесь же будут и коричневые в том числе. И зеленые, конечно же. В то же время голубоватые. Вот сюда мы их тоже добавим. И еще более яркие. Оставляйте подложку, пожалуйста, и все не записывайте. Вот тут чуть-чуть подрежу даже. И немного глубже и темнее сделаю. Помимо этого, теперь давайте пройдемся еще по боковой вот этой области. Здесь и оранжевые в том числе, и красные будут. Просто поцветнее сделайте. Такие вот оранжевые. И в темноте тоже, казалось бы, оттенков немного. На самом деле темнота тоже разнообразная. Чуть-чуть глубже хочу еще сделать. Фиолетовый тоже возможен. И кое-где больше уже пробивается красным. А также вот эти участки. Ну, раз мы уж кистью начали работать, то давайте я все-таки кистью завершу, чтобы не было совсем такой вот серьезной разницы фактур. Вытираю кисть свою большую, набираю белила в большом количестве. И вот здесь могу вот так вот рельефно еще добавить некоторые детали. И теперь давайте еще финальные штрихи добавим. Вот такой вот красный. Хочу добавить еще вот по этой части клубнички. Уберу большое количество бликов. Все-таки средних тонов мне хотелось бы немножко больше добавить. И, пожалуй, такой яркий еще вот сюда добавлю. И по нижней части варенья. Вот так вот можно даже его подразмазать. Прямо пальчиком. Отлично. Ну что, друзья, вот такая у нас получилась работа. Быстрый этюд, очень звучный, яркий, сочный. На такой картине можно отработать и скорость работы, и работу с фактурами. Постарайтесь, пожалуйста, держать картину цельно, целиком. Смотрите на нее издалека, прищурьтесь. Насколько хорошо вы видите полностью картину, вот настолько хорошо вы ее передадите грамотно, общо и цельно. Еще такой важный момент, мы вот здесь немножко с вами еще не дописали, вот эту границу хочу сделать мягче. Линия касания появилась, и после ее нужно растянуть уже в тень.
Вот так. И вот здесь совсем немножко. Тоже погружаем это все в темноту. И на этом мы с вами картину завершаем. Друзья, напоминаю, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео. Это действительно важно для продвижения видео. И чтобы они попадали в рекомендации, нужны реакции, нужны комментарии, нужны лайки, репосты. Это все будет способствовать продвижению видео. Кто не подписался, подпишитесь на канал, а мы с вами увидимся в следующих наших уроках. До свидания, до встречи. Друзья, я с радостью хочу вас пригласить на наш новый курс, который называется «Свет и золото плодов». В рамках этого курса мы с вами напишем 2 роскошные картины. И давайте подробнее расскажу, какие сюжеты мы будем изображать. Во-первых, даты занятий вы видите на экране на своем. Потом, естественно, по этой ссылочке вы сможете все подробнее, самостоятельно изучить. Каждую картину мы будем писать в течение 3 занятий. А это значит, что каждая работа будет прописана максимально подробно. Я вам буду демонстрировать каждую деталь, каждый мазок вы будете видеть на своих экранах, и мы добьемся с вами максимальной реалистичности изображения. У каждого получится шикарная работа, и это вы точно увидите, когда пройдете мой курс. И давайте подробнее разберем, что мы будем разбирать в рамках первых наших 3 занятий. Во-первых, это сближенный колорит. Посмотрите, пожалуйста, здесь достаточно ограниченная цветовая гамма, но насколько живыми, натуральными, реалистичными выглядят эти абрикосы. Очень вкусные, свежие, сочные, по-настоящему теплые и приятные. Их хочется съесть, потрогать, вдыхать эти ароматы. Просто шикарная картина. А блики и красота стекла, насколько это все живо и реалистично изображено. Действительно, большое количество разных бликов, сосредоточенных в нужных местах, которые граничат с контрастными оттенками. Это все создает впечатление натурального, реалистичного, красивого стекла. Мы с вами будем разбирать, как искажается восприятие формы за счет преломления этой формы в стекле. Вот обратите внимание даже, например, вот на этот фрукт мы видим, что под стеклом изображение смещается. Мы обязательно с вами будем разбирать все это. Я расскажу вам, как изобразить фрукты таким образом, чтобы они оказались действительно под стеклом, и какие оттенки мы там используем. И также мы с вами будем разбирать, как работать с таким большим количеством фруктов и сделать их максимально живо, реалистично и красиво. Обратите, пожалуйста, внимание на эти шикарные мягкие касания. Мы с вами будем разбирать очень подробно, какие оттенки будут у нас в бликах, какие оттенки будут в рефлексах. Все я вам расскажу, и мы с вами очень подробно будем это все рассматривать. Конечно, на каждом занятии вы будете видеть палитру с подробным смешиванием. А также, друзья, я вам раскрою все секреты создания бархатной текстуры фруктов и, конечно же, глянцевого блеска стекла. Так что, друзья, будут действительно очень насыщенные и интересные занятия. Следующая тема – это перламутровые яблочки в золоте. И вы просто полюбуйтесь, пожалуйста, на это роскошество. По-другому не знаю даже, как назвать, потому что такой по сложности и по насыщенности элементами натюрморт мы с вами еще никогда в нашей школе не писали. Поэтому я рекомендую всем приходить на эти занятия, потому что здесь я подготовила для вас просто массу новой информации, которую мне хочется вам передать. И вот такой роскошный натюрморт каждый из вас сможет написать. В это сложно поверить, но приходите, чтобы самим в этом убедиться. И посмотрите, пожалуйста, друзья, какая красота, перламутр, золото, какие фактуры, какая разная текстура ближнего и дальнего плана, и какое обилие разных элементов. Здесь и ажурный стол с красивыми вензелями, и, конечно же, фольга, и вазы, и разные фрукты. Причем посмотрите, какие они действительно разнообразные по своей текстуре. Ну а фон просто шикарный. Вот этот цвет с такими вот световыми зайчиками, с формами красивыми, с бархатными цветами.
много-много деталей. Буду подробно вам рассказывать, как не затеряться в этом во всем. Расскажу, как строить эту композицию так, чтобы она была натуральной, чтобы она была похожа на референс, и как это сделать с нуля, без копирок, без переводилок, как своими руками, вот прямо начиная от отрисовки и заканчивая финальными штрихами, создать вот такую шикарную картину. Приходите, друзья, здесь будет действительно большое количество полезной информации. И самое главное, не бойтесь, пожалуйста, новенькие. Я понимаю, что просто кажется, что это что-то такое запредельное, и это действительно так, но я обещаю, что вам будет понятно. И вы будете не просто повторять мои действия, а вы будете понимать, какая последовательность работы, для чего вы делаете сейчас то или иное действие, что вы будете делать дальше и для чего. То есть именно логика, работа над сюжетом вам будет абсолютно точно ясна. Ну и, конечно же, вместе мы с вами проведем шикарно время, напишем роскошную картину, и вам будет чем похвастаться. С такими картинами просто не стыдно и на выставке пойти, и, естественно, продать, подарить жалко, конечно, будет, но в целом вот просто достойно представить себя как художника, и эти картины позволят. И, конечно же, самое приятное, что в момент анонса действуют самые большие скидки на покупку этого курса, поэтому торопитесь приобрести по предпродажам. И если у вас какие-то остаются вопросы, то справа есть кнопочка «Задать вопрос». Вы вписываете свое имя, электронную почту, проверьте, чтобы никаких опечаток не было, и, собственно, свое сообщение. Если вам достаточно быстро ответ не приходит в течение пар часов, то тогда значит, что какая-то возникла проблема. Возможно, опечатка в электронной почте. Поэтому лучше еще раз продублируйте свой вопрос и проверьте, чтобы опечаток никаких не было. Ну, а мы, конечно же, на все вопросы с радостью отвечаем и помогаем решить все задачи. Друзья, приходите, я буду рада вас видеть на этом курсе. До встречи, увидимся.